Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Неделя моды в Милане. Многим из нас она запомнится как разноформатный, экспериментальный, немного сумбурный, но увлекательный фэшн-марафон, где именитые бренды представили свои новые коллекции осень-зима 2025-2026. Среди них провокационные Versace и Diesel, неоднозначные Gucci и Bleu Marie, потрясающие Prada и Dolce Gabbana, чувственные Этро и Альберто Ферретти, ироничный Москино, уютный Миссони и, как всегда, элегантные Армани, Макс Мара и Луиза Спаньоли. Миланские показы оказались достаточно насыщенными на интересные детали, которые мы с вами, друзья, только и успевали подмечать. И вот теперь пришла пора подводить итоги, то есть определиться с самыми актуальными модными трендами. Очень надеюсь, мои дорогие подписчики и гости канала, вы не забудете отметить это видео лайком и черкнуть пару слов в комментариях. Огромнейшее спасибо всем за поддержку, приятного просмотра! Первым делом среди самых главных тенденций отмечу максимальное внимание брендов к меховым изделиям, которыми дизайнеры от души наполнили осенне-зимние коллекции. На подиуме в Милане случился настоящий меховой бум и даже какой-то меховой беспредел. Что ж, долгое сдерживание ранее и практически отказ от пушистой теплой фактуры сыграли с модной индустрией, да и с нами, злую шутку. Теперь мех не просто вернулся в нашу жизнь, он жадно поглотил наш гардероб, не оставляя шансов на отказ. Как результат, на миланских показах появились шубы оверсайз всех мастей, брюки и юбки, накидки, горжетки и длинные шарфы, а еще шапки-ушанки, меховая обувь, сумки и рюкзаки. Здесь стоит заметить, в фаворитах сегодня искусственный мех. Как же иначе? Ни один зверек при производстве этих теплых вещей не пострадал. По крайней мере, так нас заверяют модные бренды. В этом сезоне они хором отказались от натурального меха и сменили соболь, норку, каракуль на стриженную овчину. Свою меховую историю длиной в целую 100 лет рассказал в юбилейной коллекции «Дом моды Фенди», который еще в 60-е прошлой эпохи превратил роскошные, но громоздкие шубы в стильные наряды. Скульптурного кроя пальто, платья, куртки-жакеты. На презентации осенне-зимней линейки Gucci от штатной команды дизайнеров тоже было принято решение добавить образом нотки ретро и, как когда-то в коллекции 1955-го, замиксовать объемный мех с ажурным кружевом, либо с тонким парящим шелком. А вот у Dolce Gabbana получилась совсем иная трактовка популярного тренда. Главные героини подиума нынче – крутые девчонки. Они сочетают мех с вещами в байкерском стиле, носят джинсовки и куртки-парки с тяжелой меховой отделкой, пальто Макси под леопарда. И еще один интересный момент. В наш гардероб возвращаются теплые меховые уборы. Все внимание теперь на шапки-ушанки, очень пушистые и объемные. На показе коллекции Этро, к примеру, они возвышались над головами моделей на полметра, а может и больше. Название следующей актуальной тенденции я озвучу как модный винтаж. Более точно, это видавшая виды кожа. То есть в идеале ваша кожаная одежда должна быть с заметными потертостями и ни в коем случае не выглядеть глянцево новой. Дизайнеры абсолютно уверены, что любые вещи из кожи с годами становятся только лучше, приобретая за счет износа невероятно красивый эффект. Но если состаренный вид одежды вам не по вкусу, то обращаю внимание на хорошие копии фасонов из прошлого. Сюда же в копилочку добавлю еще один микротренд в виде расцветки под кожу питона, либо хищный окрас. Можно включить в свой наряд как одну акцентную деталь, так и повторить яркий Total Look из линейки на осень под маркой Sportmax или Fendi. Его Величество бархат. Очень возможно, в скором времени мы увидим роскошный бархат не только в торжественных образах для выхода в свет, но и на наших улицах в качестве повседневной, стильной и модной одежды. Чтобы следовать тренду, но не скатиться в излишнюю театральность и драматичность, стараемся повторить аутфиты, созданные итальянскими мастерами, в которых приятная на ощупь ткань деликатно окружает силуэт мягкими складками. По примеру Роберто Кавалли и Эмпорио Армани бархатные брюки комбинируем с блузой-рубашкой. В платье Макс Мара талию подчеркнем кожаным брутальным ремнем.
А с легкой подачи Ferrari создаем монохромный ансамбль, где юбку из бархата сочетаем с кожаной курткой. Модная бахрома. Пожалуй, один из самых стабильных трендов, который кочует из сезона в сезон и всегда задает правильный вектор движения. Текстильная, кожаная или вязаная, теперь она не только декор, но и полноправная часть нашего гардероба. Благодаря стараниям кутюрье тренд получил множество воплощений. От минималистичных до богемных. От эффектно развивающихся длинных прядей до изящных вариантов из нити бисера или в виде заметной отделки на трикотаже. Помимо основной функции украсить наряд, добавить динамики в образ, длинная бахрома из более жестких материалов в коллекциях таких брендов, как Жюль Зандер, Sportmax, Ferrari, выглядит на одежде как защитная броня. Тренд на акцентные плечи. Среди основных примет стильного образа на миланских показах его было сложно упустить из виду. На подиуме то и дело мелькали бушлаты, плечистые пальто, чаще всего в темной палитре – сером, бургунде, бутылочно-зеленом и, разумеется, черном. Причем все эти плечистые опции включали разные направления. Кто-то сделал ставку на острые версии, у кого-то получилась классическая униформа. Самым востребованным оказался приталенный силуэт с покатыми плечами, как в линейке от Prada. Следующая популярная фэшн-фишка в гардеробе на холодный сезон – многослойность. И этот прием не столько про эстетику, сколько про функциональность. Что особенно актуально в условиях нашего климата. Прекрасный пример того, как гармонично объединить стиль и практичность. Правда, в Милане нам озвучили немного необычное правило. Теперь мы можем наслаивать все, что только придет в голову. Это может быть как несколько одинаковых по сути вещей, так и намеренно небрежное сочетание, казалось бы, несовместимой одежды. Бренд Антиприма комбинирует сразу две спортивные куртки. У Missoni к двум свитерам с высоким воротом рекомендуют добавить еще и кардиган. А в образах марки Sportmax миксуют две шерстяные рубашки. Что ж, когда дизайнеры так настойчивы, я думаю, стоит прислушаться. Вязаный Total Look. В данной модной тенденции как нельзя лучше воплотились элегантность, женственность и чувство комфорта. На мой взгляд, одно из самых универсальных решений для прохладной поры. В этом вопросе бренды постарались угодить всем без исключения. Они умело играют с оттенками и узорами, либо делают удачную ставку на монохром. Лично мне понравились все вариации, начиная от ярких трикотажных нарядов Луиза Спаньоли до многослойных меланжевых образов Тотс и Альберто Ферретти. При составлении повседневного аутфита этой осенью вспоминаем про базовую юбку-карандаш. В новых коллекциях она, к удивлению многих, оказалась главным элементом модного лука. Нынче дизайнеры дружно модернизировали знакомую вещь. Так что скучно не будет. Ведь теперь можно выбрать модель с вышивкой, либо с пайетками и кристаллами, с ажурным кружевом, кожаную с бахромой или прозрачную, в смелом ярком оттенке или с принтом. Не упускаем из виду и всегда актуальный деним. Интересную версию с узором под леопарда представила Элизабета Франки. Здесь вместо пятнистого рисунка мы видим тончайшую ткань с фактурным напылением. В гардеробе от Prada тоже имеется необычная юбка-карандаш. Она почему-то напоминает рубашку. Среди стильных деталей на миланских показах львиную долю внимания публики получили ремни и пояса. Так что в ближайшее время спрос на данные аксессуары точно вырастет в разы. Ведь чем больше ремней, тем лучше. Да, пришло время затянуть пояса. В хорошем смысле, конечно. Носить их можно как по прямому назначению, так и в качестве декоративных украшений. Самая модная опция – пояс поверх абсолютно любой одежды, будь то объемная шуба, вязаный кардиган или нарядное платье. Второй сезон подряд наблюдаю неутихающую страсть дизайнеров к черному цвету. Казалось бы, вот только что новым черным был объявлен коричневый. Но итальянские бренды с этим тезисом не согласились и заявили, лучше черного может быть только черный. Драматичные образы Total Black стали героями практически каждой коллекции. Они открывали модное действо, либо триумфально появлялись на шоу в финале. Вдохновение ловим у Блюмари, Макс Мара, Альберто Ферретти, Эрмано Шервина, Версаче, Роберто Кавалли. На полном контрасте с темным уверенно выступил на подиуме в Милане светлый розовый. По итогам недели моды интерес к нему вырос значительно.
И пусть розовый тон считается совсем не характерным для традиционной осенне-зимней палитры, однако вписать его в гардероб на холодный сезон вам будет проще, чем кажется на первый взгляд. Розовый гармонично комбинируется с контрастными оттенками и не только. Эффектно смотрится в тканях плотной фактуры и нежно в шелке и трикотаже. Сумка нестандартной формы. Тренд не новый, но он все еще работает. Здесь главное правило: чем причудливее контуры изделия, тем лучше. Ведущий эксперт в этом вопросе, вне всяких сомнений, креативный директор дома Moschino. Ведь для него, как и для самого основателя одноименной марки, в тренде всегда игра и ирония, где настоящая мода – это не только про элегантность, но и про веселье. Не случайно аксессуары Moschino получили звание самых вирусных в фэшн-среде. Но если вы не готовы решиться на выбор сумки в виде пасты с томатами черри, в форме бутылки вина, забавного барашка, глобуса или упаковки миланского печенья, то бумажный кораблик – вполне универсальная вещь. Сумка смотрится и необычно, и достаточно нейтрально. Металлическое настроение. Так я назову заключительный в моем обзоре тренд. Дизайнеры вдруг решили, что нам могут срочно понадобиться кольчужное платье, бра-топ из жестких пластин, любые аксессуары с шипами, люверсами и заклепками. В результате в коллекциях Жиль Зандер и Альберто Ферретти мы видим наряды, плотно покрытые серебристыми пайетками. У Блю Марии ставку сделали на декоративные цветы из металла. Но самой успешной в плане воплощения тренда, как всегда, оказалась Донателла Версаче. Напоследок, друзья, напомню о главном. Тренды приходят и уходят, а носить стоит то, что в первую очередь идет лично вам, что будет к лицу и соответствует типу фигуры. Пусть ваш стильный наряд будет всегда ко времени и к месту. А в остальном ограничений нет. С интересом, мои дорогие зрители, жду обсуждения модных тенденций, которыми отличился Милан, в комментариях к видео. Надеюсь, вы не забудете поставить лайк. Вам не сложно, а мне приятно. Неделя моды в Нью-Йорке. Именно здесь, по традиции, уже который сезон стартует марафон показов Большой Четверки, перемещаясь далее в Лондон, затем в Милан и успешно финиширует в Париже. Да, если в мире и есть что-то по-настоящему стабильное, так это цикл модной жизни. Независимо от внешних обстоятельств, все проходит по привычному расписанию. Будь то масштабные громкие шоу, скромные презентации только для своих или хорошо отполированный лукбук. Сегодня, друзья, я думаю, самое время нам познакомиться с главными нью-йоркскими трендами осень-зима 2025-2026. Ведь там было на что посмотреть, что обсудить, чему удивиться, порадоваться или, напротив, назвать все кучей никчемного барахла. И пока я буду раскладывать по полочкам основные топовые тенденции на холодный сезон и рассуждать о модных фишках, вы можете сделать маленький перерыв и, наслаждаясь просмотром, побаловать себя чашечкой ароматного кофе или чаем с вкусняшками. А мы начинаем. И вот, номер 1 – костюм двойка, где вместо брюк юбка средней длины. Не стоит думать, мои дорогие, что это скучная классика. Такие комплекты выглядят не только женственно, но и очень стильно и даже гламурно. Чаще всего жакет с юбкой миди теперь выбирают джензеры и молодое поколение в целом. Рекомендую присмотреться к цветным или винтажным моделям. Отлично впишутся в реальный гардероб для жизни. Прекрасная версия для создания образа в деловом стиле. На показах осенне-зимних коллекций Calvin Klein и Tory Burch были представлены костюмы двойки, вдохновленные модой 80-х. Обновленные версии отличаются минималистичным подходом дизайнеров. Четкие линии, минимум деталей, умеренность в аксессуарах. А эту модную фишку мне бы хотелось назвать «укутываемся элегантно». Если, друзья, вы следите за трендами, то наверняка вспомните, как в 2024 в линейке верхней одежды активно лидировал кейп, немного сместив на второй план длинное прямое пальто. В этом холодном сезоне дизайнеры снова подтверждают, кейпы остаются с нами минимум на еще 1 год. Такие бренды, как Альтузара, Каролина Эррера, Майкл Корс, Брэндон Максвелл считают, что с кейпом получаются самые изысканные и в то же время повседневные луки. Приятным бонусом нью-йоркских показов стал тренд на максимальный уют. Нам обещают высокий спрос на трикотаж и вязаные вещи.
Они мягко обнимают, буквально окружают заботой, готовы согреть домашним теплом и бережно укрыть от непогоды. Здесь обращаем внимание на длинные и широкие шарфы, в которые хочется завернуться как в одеяло. Подобными Оскар Дель Рента и Майкл Корс предложили прикрыть плечи, но при желании шарфом запросто можно перехватить в талии пальто. Взяв старт прошлой осенью, продолжает свой путь тенденция на новую стилизацию наших базовых вещей. Тот же свитер нынче можно носить, к примеру, завязав на шее, или попробовать обозначить им бедра, а то и вовсе надеть задом наперед. Интересную тему, как обыграть в образе трикотажную двойку, предложила Тори Бёрч. Кардиган смотрится необычно за счет разреза по линии шва на рукавах. Да вдобавок один рукав закреплен на плече брошью-булавкой. Так что запоминаем и пробуем повторить. Модная многослойность. Уж точно актуальна в холодный сезон. Сегодня она не просто тренд, а официальное соревнование на звание главного стилиста собственного шкафа. Дизайнеры предложили, мы подхватили, а как иначе? Ведь это удобно, функционально и дает нам возможность комбинировать вещи до бесконечности. Образ получается не гладкий, отутюженный, правильный, а живой, пусть и немного небрежный. Словно визуальный дневник нашего настроения. Смело сочетайте прозрачное с мехом, кожей или денимом. Комбинируйте грубую шерсть с гладким шелком, надевайте рубашку и не одну поверх свитера, блузу с рюшами под спортивную куртку, а пальто на стеганый жилет. И даже шапку на капюшон. Наслаждайтесь свободой, пока другие ломают голову над вопросом, в чем же отправиться на работу, в кафе или на шопинг с подругой. Ваш наряд будет куда более универсальным. Лучшие идеи подсмотрим у Брэндон Максвелл, Прабл Гурун, Эшлин и многих других. Пушистая и мохнатая. Так почему-то мне хочется назвать тренд на меховые изделия. Да, мех снова вернулся на подиум, а значит и в наш гардероб. Дизайнеры постарались не упустить возможность и от души наполнили коллекции пушистой красотой. Мех стал главным действующим персонажем показа в Нью-Йорке. Скажу сразу, ради высокой моды ни один зверек не пострадал. Именитые бренды дружно отдают предпочтение только искусственным материалам, либо это стриженная овчина. Так что, мои дорогие, пока не наступили зимние холода, запасаемся мохнатыми шубами оверсайз или аккуратными полушубками, меховыми жилетами и горжетками. Берем на заметку сумки и обувь из меха, а также головные уборы. Ловим примеры у Майкл Корс, Кейт, Альтузара, Ральф Лорен, Оскар Дель Рента. Следующая модная тенденция, думаю, понравится всем, кто устал от строгости и скучного минимализма. Бренды в который раз представили нам свой взгляд на офисную капсулу, предложив теперь ходить на работу как на праздник. И если прошлой осенью был в лидерах стиль офисная сирена с довольно сдержанным и в то же время соблазнительным аутфитами, то нынче бренды делают ставку на классические костюмы, украшенные пайетками, стразами и цветными кристаллами. Одежда из кожи. На подиуме она в числе фаворитов. Основной задачей дизайнеров по-прежнему остается желание показать не только отдельные элементы кожаных изделий – куртку, жакет или юбку, а еще и полностью кожаный комплект. Брутальную кожу они запросто превращают в изящные женственные наряды, сшитые словно из тонкой летящей ткани, а не из плотного материала. Помимо традиционного черного цвета, обращаем внимание на вещи в темно-зеленом, винном, красном, карамельном и шоколадном тоне. У Ральф Лорен в кожаном исполнении получился роскошный вечерний аутфит, готовый дать фору любому элегантному бархатному смокингу. Но главное, дизайнеры помнят, что осенью погода довольно капризна, а значит без кожаного пальто или тренча нам точно не обойтись. Модная цветовая палитра. В тренде фиолетовый. В новых коллекциях он звучит как теплое приглашение на фиалковый ликер. Цвет уверенно заявил о себе еще несколько сезонов назад и теперь опять показал свою силу и власть на подиуме в Нью-Йорке. Фиолетовый возвращается в моду, играя на грани винтажной элегантности и современной загадочности. В линейке Альтузара стал спутником романтических образов. У Майкл Корс сопровождает повседневные луки, а в коллекции Ральф Лорен роскошно смотрится в бархате. Не меньшую популярность бренда обещают вкусному шоколадному тону, который уже вовсю называют новым черным. Сладкий, густой, словно растопленная в чашке плитка любимого шоколада. Темно-коричневый цвет так и влечет сказочным ароматом какао с корицей.
В нем есть элегантность без лишнего блеска, благородство без пафоса, сдержанная роскошь, которая не требует громких заявлений. Глубокий шоколадный идеально впишется и в комфортную классику, и в неформальный уличный стиль. И, конечно, дизайнеры не оставили без внимания амбициозный пылающий красный. Динамичный, живой, праздничный, немного спонтанный и самоуверенный, а еще интенсивный, пленительный. Это символ нашей женской силы и стойкости. Как цветущие красные маки на обочине у дороги. Если вы не готовы облачиться в такой энергичный, активный тон с головы до ног, то поддержать в образе модный тренд можно, выбрав лишь один огненно-красный предмет одежды. Брючный костюм. Его нельзя не отметить в трендах, хотя комплект с юбкой все-таки значительно потеснил брючную версию. Но американские бренды всегда славились наличием в своем арсенале и большим выбором самых разных вариантов брючных костюмов. Такой гардероб для любой бизнес-леди носить не переносить. В подобном наряде можно хоть в офис, хоть на особое мероприятие. Стоит лишь модный аутфит дополнить романтической блузой, строгой рубашкой, водолазкой или смелым бра-топом. А можно остановить свой выбор на традиционном клетчатом принте или на ярких оттенках, как это сделали дизайнеры дома моды Оскар Дель Ренто и Каролина Эррера. По нашему желанию выбираем расслабленный силуэт либо костюм с удлиненным приталенным верхом. Акцентные детали, или я бы сказала, вся суть в мелочах. Речь у нас с вами, друзья, пойдет об акцентных аксессуарах, которые достойны занять почетное место в обзоре главных трендов сезона. Ведь они задают настроение модному образу, определяют стиль и характер. Первым делом выделю упомянутые мною ранее броши-булавки. Такой можно не только украсить лацкан жакета, скромный серый свитер или повседневное трикотажное платье, но еще использовать в качестве эффектной застежки на талии. Минималистичные луки в коллекции Calvin Klein решено было немного разбавить небольшими сумками оригинальной формы, а на показе Coach почти каждый образ включает очки в пластиковой оправе в неоновом цвете, где у некоторых даже отсутствуют линзы. Обязательно берем на заметку высокие перчатки, которые превратят ваш наряд в особенный. Это могут быть как более лаконичные аксессуары из замши, кожи, бархата или трикотажного полотна, так и модели с блестящим декором, например, из коллекции Ула Джонсон. Вот такая она, подиумная мода из Нью-Йорка. Яркая, динамичная, по-своему интересная, смелая. В одном выпуске сложно собрать все новинки, поэтому более подробный обзор коллекции каждого из брендов, друзья, вы сможете найти на моем канале. Неделя моды в Париже. Самая длинная, насыщенная, местами утомительная, но пока еще самая влиятельная в этом карнавале стиля. На подиумах было все, что душа пожелает. И что наш гардероб далеко не всегда в состоянии вынести. Нынче многие бренды сменили руководителей, обновили идеи, покопались в прошлом, слегка заглянули в будущее и в результате выдали нам такую мешанину, распутывать которую придется, как старый клубок пряжи в ящике комода. Но как бы там ни было, в предстоящие холода утепляться, конечно же, стоит со вкусом. Для этого прямо сейчас, друзья, мы обсудим главные тренды и основные тенденции на предстоящий сезон осень-зима 2025-2026. То есть поговорим про моду, где слои одежды уже не каприз, а насущная необходимость. А еще попробуем понять, что из модных новинок можно точно надеть на себя и не выглядеть как мамина молодость или бабушкина штора. А что здесь исключительно подиумное искусство, которое не выйдет за рамки глянца и останется просто красивой фантазией. Где здесь настоящие жемчужины, а где мишура, которую даже на распродаже не хочется брать? Как всегда, мои дорогие, жду ваши версии в комментариях. Кто что примерил бы, о чем только пока поразмыслил, а что, как говорится, и даром не надо. Пусть и дальше остается пылиться на полках, может, дождется своего покупателя. Прежде чем рассуждать о самых топовых трендах сезона, хочу сказать от души большое спасибо всем, кто продолжает меня поддерживать лайками, подпиской на канал и добрым словом. Приятного просмотра, мы начинаем. В модном фокусе акцентные плечи или так надежное плечо. Тренд, который сложно было не заметить. Порой выглядит, словно мы идем устраиваться на должность завуча средней школы, где важна не только харизма, но и уверенный объем и ширина в плечах. А теперь вопрос к зрителям постарше.
Скажите честно, мои дорогие, есть ли вообще в нынешнем мире фэшн-искусства что-то более родное сердцу, чем подплечники? Ну, разве что первая в нашей жизни косметика или фильм с Александром Абдуловым. Нынешней осенью мода снова достает из архива 80-х нашу любимую силу в плечах. И, надо признать, делает это с размахом. Причина в том самом перевернутом треугольнике. Сверху мощь, снизу миниатюрность. Прям как раньше. Блузка как у Роксоланы, юбка как у библиотекарши. Это не просто игра с пропорциями. Это наше заявление. Да, я могу. И пусть попробует кто-нибудь поспорить. Тенденцию активно поддержали дома моды Сен-Лоран, Стелла Маккартни, Acne Studios, Живанши, Луи Виттон, Изабель Маран, Алая, Хлоэ, Валентина. В этих силуэтах есть все. Сила, уверенность и, конечно, щепотка той самой женственности с характером, о которой мы знаем не понаслышке. Особенно дамы, кто в прошлом лично отстаивал право на заветный дефицит в очереди у прилавка. Поэтому не удивляйтесь, если вам снова захочется выпрямить спину, сделать укладку волна, надеть жакет, нет, пиджак с подплечниками, высокие сапоги и внезапно начать напевать мотивы группы Кино, Мираж или Земляне. Эффект 80-х работает безотказно. А этот тренд можно назвать по характеру полностью противоположным предыдущему. Дизайнеры и стилисты дружно нам говорят: запомните, главный лозунг сезона – банты, банты и еще раз банты. Да, вы точно не ослышались. Те самые банты, которые когда-то украшали наши прически на выпускной. Теперь они снова заполонили подиум и вполне уверенно заявляют: мы здесь всерьез и надолго. Ведь их история в моде начинается еще с эпохи Ренессанс. С тех времен, когда элегантно повязанный бант считался символом благородства и тонкого вкуса, а не просто ленточкой от коробки с конфетами. В XVIII веке пышными бантами или милыми бантиками оформляли все подряд, от корсетов до обуви. Последний раз мы видели их в Париже в 2023, как декоративный элемент на платьях и пальто. В этом сезоне любовь к бантам приходится на портретную зону, хотя в новых коллекциях можно найти массу и других вариантов. Модные дома разошлись на славу. Acne Studios повязали банты на воротниках джемперов, Живанши водрузил его на плечо, у Хлоэ бант дополняет блузу с пышными рукавами. А вот Дрис Ван Нотен и Нина Ричи не удержались и застегнули бантом бархатные жакеты. Дизайн-студия Chanel вообще пошла в разнос, сделав главной темой показа атласную ленту, завязанную во множество бантов. И пусть иногда модный образ смотрелся как новогодний подарок, но кто сказал, что только елка может наряжаться снизу доверху? Лично я свой лайк, пожалуй, отдам белоснежному платью бренда Алая, которое было завязано бантами от воротника до подола. Это уже не про детский утренник или школьную форму. Это про уверенность, изящество, силу женской красоты. Трикотаж с преувеличением. На мой взгляд, самое подходящее название тренда – навязанные вещи оверсайз. В 80-е прошлого столетия трикотаж ворвался в моду с таким размахом, что даже воротнички на блузках дрожали от восторга. Хотя трикотажный бум случился даже намного раньше, а все благодаря неподражаемой Соне Рикель, которая вдохнула в него жизнь, шарм и французскую дерзость. Трикотаж вдруг стал не просто удобным, он стал заявлением. Сегодня наша любовь к нему никуда не делась. В этом сезоне дизайнеры будто вспомнили свою юность, только добавили немного авангарда. Они щедро наиграли с объемами, цветом, длиной, закрутили с асимметричным кроем и даже превратили свитеры в шарфы. В итоге мы получили настоящий модный буфет. Что это значит для нас? Все просто. Смело выбираем от более скромного «я только за хлебом» до наряда «дети и внуки будут в шоке». Нынче есть все, что душе угодно. Хоть с плечами, как у диско-дивы, хоть с романтикой в каждом стежке. Динамика и 3D-эффекты. Тренд интересный и достоин внимания. Если вам кажется, друзья, что мода давно успокоилась и теперь только аккуратно перешивает классику, спешу вас удивить. Французские кутюрье решили добавить в модные образы перчинку. Чтобы одежда смотрелась не только стильно, но и с характером. Данный тренд несет ощущение легкого головокружения. В хорошем смысле, конечно. Все благодаря отдельным деталям, которые так и норовят сменить картинку при каждом шаге.
Следующий в моем списке – тренд на меховые изделия. Этот факт нельзя не заметить. Мех вернулся. Да еще и с характером. Сколько же лет мы с ним то мирились, то расходились. И вот он опять полноправный участник модных показов. Мех снова на подиуме. Он пришел, как давний поклонник, внезапно посвежевший и с букетом идей. Только, мои дорогие, не торопитесь доставать из дальнего угла шкафа старую шубу. Теперь в моде изысканные детали, а не полный меховой разворот. Участники Парижской недели дружно заявили: мех должен быть в малых дозах, но с огоньком. И здесь случилась настоящая меховая игра. Вот Габриэла Хёрст, например, нарядила в мех сапоги-казаки. Ирис Ааб и Бальма укутали в него ботфорты. Да, наши ножки тоже хотят тепла и уюта. Однако среди главных фаворитов сезона, ко всеобщему удивлению, вдруг оказались меховые хвосты. В коллекции дома Клоэ их закрепили на модных нарядах длинными золотыми цепочками. У Rabanne пушистые хвостики дополнили подолы платьев и пальто. Бренд Acne Studios украсил ими сумки. А вот в осенне-зимней коллекции Нина Ричи ставку сделали на меховые горжетки. Смотрится стильно и даже слегка эпатажно. Впрочем, следуя общей тенденции, дизайнеры все же не забыли включить в линейку на холодный сезон теплые шубы и меховые уборы, где среди последних в особом почете довольно объемные и внушительные по размеру шапки-ушанки. Теперь поговорим немного о принтах. В почете люксовых брендов окрас хищников и более мирных животных, а еще узор под питона. Дикая мода сегодня переживает уже не первую молодость. Она выходит на подиум с улыбкой и шармом. Да, в тренде снова звериные страсти. Но не спешите хвататься за шкуру леопарда и сшивать из нее пальто. Все куда деликатнее. Анималистика нынче идет в элегантной подаче, в близких к природным оттенках. Для начала можно обратить внимание на обувь и головные уборы. А дальше уже по нарастающей, если душа просит сафари. Стоит заметить, что главной модной иконой сезона Парижем был все же назначен питон. Стилисты рекомендуют: принт а-ля змеиная кожа оживит даже самый скромный гардероб. Конечно, вам не обязательно это носить. Здесь о вкусах не спорят. Некоторые вещи, скажем, сумочку, мне хочется просто поставить на комод и любоваться. Хотя я не прочь примерить пару образов из коллекции Габриэла Хёрст. Чем-то они меня зацепили. И напоследок, друзья, давайте попробуем найти ответ на волнующих многих вопрос. Где будем делать талию? Ведь она бывает такой же неуловимой, как капризная дама, которая в нынешней моде столько раз меняла свое местоположение. Наверное, она уже и сама не знает, где ей полагается быть. То линию талию возносят к груди, как в эпоху ампир, то опускают к самым бедрам, будто она провинилась. В общем, из года в год бренды буквально бросаются в крайности. Но иногда, к огромному счастью и радости, дизайнеры позволяют побыть талией там, где ей действительно удобно, на своем законном месте. Сегодня мода, как маркетолог, анализирует наши потребности и предлагает солидный выбор. Хотите, затягивайте пояса потуже на талии с помощью ремней, вдохновляясь строгим парижским шиком Hermès, Louis Vuitton, Balmain или Rabanne. Хотите, сдвигайте пониже на бедра в духе модных образов Стелла Маккартни, Клоэ, Виктория Бекхэм, Изабель Маран. Ну а если вдруг устали от высокой моды и захотели чуть больше практичности в дуэте с комфортом, всегда можно вспомнить золотое правило, где Париж, как мудрая подруга, уверенно говорит: «Носи как нравится, мода для нас, а не наоборот». Так что берем пояс, ремень и немного нашей фантазии. В конце концов, милые дамы, главное не в том, где находится талия, а как мы себя в этом чувствуем. Ведь истинная красота, она внутри. А что талия? Она все стерпит. Она уже многое видела. Да, мода по сути – это бесконечная гонка, в которой нам с вами совсем не хочется быть в отстающих. А если за ней не следить, не обсуждать новые тренды, она точно проскользнет мимо. Так как подумает, что мы совсем не в теме. На этом будем прощаться, друзья. С интересом жду обсуждения модных тенденций, которыми отличился Париж, в комментариях к видео. Надеюсь, вы не забудете черкнуть пару слов, подписаться и поставить лайк. Пришло время нам с вами, мои дорогие, сверить часы
и, наконец-то, определиться с формулой повседневного образа, следуя главным трендам и самым модным тенденциям осень-зима 2025-2026. Благо, все водные давно известны, ведь презентации новых коллекций на холодный сезон прошли еще ранней весной. А на моем канале мы внимательно следили за всеми шоу. И вот сегодня вместе попробуем подвести итоги. Что станет важным ориентиром при составлении модного гардероба? Какие фэшн-рекомендации не позволят нам оказаться за бортом стиля? Как нам при случае не ошибиться с выбором очередной обновки и утеплиться со вкусом? Вопросов много. Давайте более подробно во всем этом разбираться. В комментариях к видео, друзья, вы легко сможете дополнить мой список топовых трендов. Так будет даже интересней. Приятного просмотра! Мы начинаем! И первым важным моментом я отмечу абсолютную любовь всех брендов к меховым изделиям. На подиуме нынче случился настоящий меховой бум, потому что практически в каждой коллекции теперь есть хотя бы одна меховая вещица. Да, мех снова вернулся. Этот факт нельзя не заметить. Сколько же лет мы с ним то мирились, то расходились. И вот он опять полноправный участник модных показов. А к тому же мех определенно становится статусным символом. Что ж, долгое сдерживание ранее и практически отказ от пушистой теплой фактуры сыграли с модной индустрией, да и с нами злую шутку. В новом сезоне мохнатые меховые акценты готовы жадно поглотить наш гардероб, не оставляя шансов на отказ. Как результат, на фэшн-показах появились шубы оверсайз всех мастей, брюки и юбки, накидки, горжетки и длинные шарфы, а еще шапки-ушанки, меховая обувь, сумки и рюкзаки. Здесь стоит заметить, в фаворитах сегодня искусственный мех. Как же иначе? Ни один зверек при производстве этих теплых вещей не пострадал. По крайней мере, так нас заверяют модные бренды. В этом сезоне они хором отказались от натурального меха и сменили соболь, норку, каракуль на стриженную овчину. Часть меховых нарядов была перешита из найденных в закромах так называемых винтажных изделий. А вот любая экзотика в виде леопарда и зебры – лишь хорошая искусная имитация, которая лучше всех получилась у Роберто Кавалли, Дольче Габбано, Бальма. Если вы не готовы наполнить в своем шкафу меховой беспредел, попробуйте включить мех в аутфит в малых дозах, но с огоньком. Например, пусть это будут меховые хвосты, которые, ко всеобщему удивлению, оказались среди главных фаворитов сезона. В коллекции дома Клоэ их, а также очаровательные помпоны, мохнатые брелоки закрепили на модных нарядах длинными золотыми цепочками. У Пако Рабан пушистые хвостики дополнили подолы платьев и пальто. Бренд Acne Studio украсил ими сумки. Следующая популярная фишка в гардеробе на холодный сезон – многослойность. И этот прием не столько про эстетику, сколько про функциональность, что особенно актуально в условиях нашего климата. Прекрасный пример того, как объединить стиль и практичность. А почему бы и нет? Это удобно и дает нам возможность комбинировать вещи до бесконечности. Образ получается не гладкий, отутюженный, правильный, а живой, пусть и немного небрежный. Словно визуальный дневник нашего настроения. Сегодня дизайнеры озвучили нам отличное правило. Мы можем наслаивать все, что только придет в голову. То есть в легкую сочетать как несколько одинаковых по сути вещей, так и намеренно комбинировать, казалось бы, несовместимую одежду. Смело миксуем прозрачное с мехом, кожей или денимом, грубую шерсть с гладким шелком, надеваем рубашку и не одну поверх свитера, блузу с рюшами под спортивную куртку, а пальто на стеганый жилет. Лучшие идеи подсмотрим у бренда Maxwell, Правил Гурун, Эшлин и многих других. Например, Антеприма комбинирует сразу две спортивные куртки. У Missoni к двум свитерам с высоким воротом рекомендуют добавить еще и кардиган. А в образах марки Sportmax две шерстяные рубашки. Что ж, когда дизайнеры так настойчивы, я думаю, стоит прислушаться. Акцент на талию. В наступающем холодном сезоне тренд стал одним из самых заметных и самых спорных. Сегодня бренды довольно серьезно обратили внимание на приталенные фасоны одежды. В ход идут и туго затянутые пояса, и хорошо продуманный крой. Вот только участники модных показов так и не пришли к единому решению фундаментального вопроса – где будем делать талию? Ведь в нынешней моде она такая неуловимая, как капризная дама, столько раз меняла свое местоположение. Наверное, она уже и сама не знает, где ей полагается быть.
То линию талии возносят к груди, как в эпоху ампир, то опускают к самым бедрам, будто она провинилась. В общем, из года в год бренды буквально бросаются в крайности. Но иногда, к огромному счастью и радости, дизайнеры позволяют побыть талией там, где ей действительно удобно, на своем законном месте. Сегодня мода, как маркетолог, анализирует наши потребности и предлагает солидный выбор. Ведь главное не в том, где находится талия, а как мы себя в этом чувствуем. Так что, мои дорогие, не торопитесь носить исключительно низкие джинсы, словно случайно сползающие брюки и юбки, либо, напротив, вещи со сверхвысокой посадкой. Следуя модным тенденциям, не забывайте о личном комфорте и практичности. Да, верность стилю оверсайз все еще можно хранить. Хотя отрицать высокую популярность в коллекциях многих брендов силуэта New Look у нас никак не получится. Следующий тренд как бы плавно вытекает из предыдущего. Из модных аксессуаров в лидерах ремни и пояса, которыми в частности вы всегда по своему желанию и без особых усилий обозначите линию талии. То есть будете носить по прямому назначению. А можно использовать ремни как декор, расставить с их помощью в образе яркие акценты. Чем больше, тем лучше. Самая модная опция – пояс поверх абсолютно любой одежды, будь то объемная шуба, вязаный кардиган или нарядное платье. Хотите – затягивайте потуже, вдохновляясь строгим парижским шиком Hermès, Louis Vuitton, Balmain или Rabanne. Хотите – сдвигайте ремень пониже, по примеру Chloé, Stella McCartney, Dolce Gabbana, Victoria Beckham. На показе коллекции бренда Dsquared братья-дизайнеры Кейтены даже рекомендуют носить энное количество ремней вместо топа. А еще ими можно опоясать не только себя, но и сумку. Такой вариант предложил Дом моды Schiaparelli. В этом сезоне что-то уж очень мало места на подиуме оставили минимализму и скромности. Среди самых заметных и смелых трендов я бы отметила глубокий V-образный вырез. Он встречается буквально в каждом модном гардеробе на осень. У Дженни, Том Форд, Майкл Корс – это строгие пальто и жакеты с дерзкой геометрией, платья, которые сочетают деловой стиль с провокацией. Но главное здесь не конкретный предмет одежды, а сам прием, меняющий характер наряда. А эта вещица с легкой подачей дизайнеров вдруг перестала принадлежать исключительно домашней капсуле. Речь идет о халате. Он сегодня идеально вписался в модную философию, где комфорт не антоним шика, а его новая формула. Что-то вроде тихой роскоши, но с иным настроением, и носит название «ленивая роскошь». Это про простые, элегантные образы, которые как будто сложились сами собой. Еще недавно халат считался одеждой для дома, а теперь уверенно перешел в разряд must-have для стильных будней. Вязаный Total Look. В данной модной тенденции как нельзя лучше воплотились чувства комфорта и максимальный уют. На мой взгляд, одно из самых универсальных решений для прохладной поры. В этом вопросе бренды постарались угодить всем без исключения. Они умело играют с оттенками и узорами, либо делают удачную ставку на монохром. Лично мне понравились все вариации, начиная от ярких трикотажных нарядов Антеприма и Луиза Спаньоли до многослойных меланжевых Тотс и Миссони. Мне без разницы, как я выгляжу. Да, и такой вот тренд на расслабленные образы без заморочек активно проявил себя в этом сезоне. Следовать ему или нет – личное право каждого. Но многие бренды действительно предлагают нам меньше переживать по поводу внешнего вида. Помятые ткани, спутанные волосы, незастегнутые воротнички, намеренно неправильно надетые вещи – простор для фантазии не ограничен. Зеленый свет данному направлению в моде дает Miuccia Prada, предложив неожиданный, выпадающий из общепринятых критериев красоты гардероб. Как результат, получаем образ ненарядной девушки, не желающей соответствовать установленным обществом правилам. Конечно, в любой стилистике можно случайно переборщить. Но здесь звучит разумная мысль. Иногда стоит чуть меньше переживать из-за внешнего вида и просто получать от жизни удовольствие. Название следующей актуальной тенденции я озвучу как «модный винтаж». Более точно, это видавшая виды кожа. То есть в идеале ваша кожаная одежда должна быть с заметными потертостями и ни в коем случае не выглядеть глянцево-новой. Дизайнеры абсолютно уверены, любые вещи из кожи с годами становятся только лучше,
приобретая за счет износа невероятно красивый эффект. Но если состаренный вид одежды вам не по вкусу, то обращаем внимание на хорошие копии фасонов из прошлого. Сюда же в копилочку добавлю еще один микротренд в виде расцветки под кожу питона. Можно включить в свой наряд как одну акцентную деталь, так и повторить Total Look из линейки на осень под маркой Spotmax или Gabriela Hearst. А еще, мои дорогие, наполняя стильными новинками свой гардероб, не забываем про модные украшения. Судя по прошедшим показам на подиуме, они снова в центре внимания. В лидерах – броши. Массивные или поменьше – не имеет значения. Одинаково эффектно выглядят как миниатюрные варианты для легкого акцента, так и более крупные аксессуары, забирающие полностью все внимание на себя. Носить хорошо базово, на груди. Брошь-булавка украсит лацкан жакета, скромный свитер или повседневное трикотажное платье. Ее можно использовать в качестве застежки на талии для верхней одежды. А если возникнет желание добавить образу нестандартности, попробуйте закрепить брошь на обуви, как это сделала Тори Бёрч. Получится неожиданно и очень даже интересно. На этой прекрасной ноте будем прощаться, друзья. Надеюсь, вы не забудете черкнуть пару слов в комментариях, подписаться и поставить лайк. Это как маленькая порция доброты. Вам не трудно, а мне приятно. Главное в погоне за трендами – оставайтесь собой, и пусть на душе даже в самый незадачливый и непогожий день будет тепло и спокойно. Встречайте каждое утро с улыбкой и только в позитивном, солнечном настроении.